5, 8, 1, 3. Button click. Go to sleep. Все, готов. Поехали. Инвалид, получая зарплату небольшую, идет прибыль государства. Если говорить о параличе в широком смысле слова, точно никто не сомневается, кто глава семьи там, или кто глава компании. Со мной можно зарабатывать вместе нормальные деньги, и со мной вместе можно творить какие-то чудеса, типа постройки фантастической фабрики, разработки инновационных колясок, которые будут управляться там, наклоном головы, дыханием. Ты-то все, вот ты парализованное тело, которое может только со стороны взирать на эту кипящую реку жизни. А она как текла, так и течет. И для этой реки ничего не изменилось. Вот там на улице у вас перед мусоркой лужа. Положите его между мусоркой и лужей. Через 2 дня захочет пить, доползет до лужи. Через 3 дня доползет до мусорки, если захочет есть. И я к себе перестал относиться как к хрустальной вазе, на самом деле, после этого. И как-то уже так полегче пошло. Я фактически та самая говорящая голова профессора Дуоля. Инвалид-колясочник на стройке. Вот это будет бомба вообще. Бухгалтер в коляске хуже бухгалтера на ногах. Он даже лучше, потому что у него усидчивость больше. И в период сдания отчета вы можете просто прийти, швабру воткнуть бухгалтеру в колеса. Ставить палку в колеса. И пока не сдала отчет, она никуда не уедет. Среди сотрудников без инвалидности у меня есть текучки, а среди сотрудников с инвалидностью текучки нет вообще. Не можешь противостоять, противолежи. Это прям про меня. Надо находить близких по духу людей и наполнять свой мир именно этими людьми. Стройте свой мир. Добрый день! С вами Янина Урусова и проект «Две луны в твоих мокасинах». Наш сегодняшний гость Роман Аранин. Роман, здравствуй. Привет, Янина. До аварии с парапланом в 2004 году Роман был военным летчиком, инженером, успешным предпринимателем. И сегодня он снова успешный предприниматель, но социальный, основатель и руководитель инновационной компании «Обсервер», производящей инвалидные коляски и занимающийся оборудованием доступной среды, а также активист инклюзии. И еще Роман – отец семейства, муж и отец 2 прекрасных взрослых дочерей. Я записала тебя по-деловому, а потом думаю, что такое мы все время про работу и про работу? А я же знаю твоих женщин, они прекрасны. Да. Для меня вокруг только красивые девушки. Итак, Роман, 16 лет назад твоя жизнь кардинально изменилась. И расскажи, пожалуйста, что случилось в этот день и как все произошло? Это было как включить тормоз на 5-й скорости? Это еще хуже. Да, на самом деле, это как в стенку врезаться без эйрбэга. На самом деле авиация, она не прощает ошибок и не прощает плохой подготовки к полету. То есть, когда нас учили там в аэроклубе или в военном летном училище, то тебя можно было ночью разбудить, и ты четко знаешь, на каком этапе. А когда тебя все время занято там бизнесом и так далее, а потом вечером погода вдруг, ты подхватил параплан и помчался, соответственно, подготовка к полету хромает. Я наделал кучу ошибок. У меня был слишком мощный двигатель на спине одет, самый большой винт. Когда я вдруг начал падать на линию электропередачи, она зажужжала между ног. Я в панике нажал на гашетку газа, и слишком мощный двигатель развернул меня в стропу. И мотор начал тянуть не вперед, а назад, и купол погас. А дальше состояние аффекта, и получилось, что я давил уже до победного, до земли. И при падении рама двигателя аккуратненько перерубила мне шею на уровне C4. Это 4-й сверху от черепа позвонок. Вот. Мне, как всегда, повезло, потому что выживаемость такой травмой, на самом деле, 5%, 95% сразу отрубаются легкие, потому что на этом уровне идет иннервация легких.
Мгм. Вот, а у меня через 40 дней легкие заработали. Ну, все, а дальше там все как у всех. Реанимация, выкарабкался, колдуны, реабилитация. Мгм. Мы Так, сейчас к этому вернемся. Скажи, колдунам. пожалуйста, да, какие планы были у тебя на жизнь до этого полета? Ну, мы на самом деле очень динамично развивались на тот момент. У нас было 3 магазина с обоями сантехникой в Калининграде. Мы были дистрибьюторами там самых лучших фабрик итальянских по обоям. Там 2-3 контейнера с сантехникой заходило 40-футовых в месяц из Китая. Мы открывали филиал в Липецке, в Москве, открыли на тот момент. И как-то все было легко и непринужденно на самом деле. Если ветер сильный, то я на серфе на заливе. Если ветер слабый, то я вечером в Донском на обрыве летаю над обрывом 6 километров влево, 6 вправо. Если ветер совсем слабый, то с мотором. Скажи, пожалуйста, а каково твое физическое состояние сегодня? Не все наши зрители знают, э, что делает твое тело в тот момент, когда ты сейчас разговариваешь. Ну, ошейник С4– это фактически говорящая голова. Я недавно переслушал аудиокнигу, есть свежая начитка головы профессора Доуэля. Я прям еще раз сейчас ее прослушаю и оттуда надергаю цитат, потому что оно перекликается каждая там 5-я фраза. Я фактически та самая говорящая голова профессора Доуэля. Рук нет и ног нет. Ну, то есть они есть, но только они не работают на самом деле. Мгм. Пишу все голосом, компьютером командую голосом, по буковке надиктовываю текст. Енина будет Джульетта, Альфа, Новемба, Индия, Новемба, Альфа. Вот. Э, Телевизором командую голосом, телефоном командую голосом, сотрудниками командую голосом. Хорошо, есть сержантская подготовка из армии, когда я был старшиной эскадрильи, помогает. Почему, такой сложный набор? Я так понимаю, что есть же программы, которые, расшифровывают, наговоренный текст, в написанный текст. Почему ты каждую по На, букве еще латинскими. Есенин, вы же все смотрите с точки зрения человека с руками, а мне это приходится выкручиваться без ручек. Я сейчас тоже большие тексты, это недавно появилось, наверное, года 3, я надиктовываю с помощью Гугла. Прям вот большие массивы текста. И там вообще все быстро. Но потом все равно их надо править. А править надо по буковке. А по М. буковке это только старенькая программка Дракон Dictate, вот, заточенная под Windows 95, которая становится только на старые компьютеры. Мгм. Ну, короче, не все так просто. А Понятно. ей уже по буковке ты правишь потом. А, Ну, понятно, что это все равно быстрее. То есть я сейчас пишу быстрее, чем любой человек пишет 2 руками. Давай мы с тобой еще немножечко вернемся в ту ситуацию, когда ты оказался в больнице. И то, что меня будет интересовать, это что с тобой произошло, когда ты понял, и понял ли ты вообще, что с тобой произошло. И вот этот вот отрезок времени между, больницей и пробуждением к жизни, я бы это сказала, да, когда одна дверь закрывается, другая открывается. Это какое-то время, чтобы ситуацию принять, понять и как-то выстроить себя в новом качестве. Часто же говорят реабилитация. Вот, по сути, то пробуждение к жизни, я буду теперь тоже это использовать понятие, это как раз и есть та самая пробуждение к реабилитации и сама реабилитация. То есть возвращение в нормальную, обычную жизнь. В не совсем обычном теле и приспособление к нормальной жизни и жизни, полноценной жизни, только вот в этом новом теле. Да, так и есть. Ну, первые там недели я сказал своим, ладно, так уж и быть, 2 месяца летать не буду. То есть понимания не было, уже все. Там доктора-то на самом деле похоронили меня, потому что по российской статистике, ну, 80% шейников умирает. Ну, как-то меня вся участь миновала. Через 40 дней я все-таки начал дышать сам, и дальше уже пошла там реабилитация. В общем, была такая ночь, когда я очнулся или проснулся и смотрел на себя сверху, на себя лежащего на
кровати узкой медицинской. И я смотрю, медсестра, которая ночью оставалась одна там в реанимации, меня двигает к краю кровати, чтобы перевернуть. Я смотрю и думаю, так, хорошо, она его-то сейчас перевернет, а я-то куда денусь, я-то куда лягу. Вот. И я потом уже это анализировал, что я где-то там был между, или я уже совсем ушел, вот, но ночью вымолил у Бога вторую жизнь, вот, сказал, буду славить тебя, деяния твои и все такое. Когда к фабрике подъезжать, заложили памятный камень, и на нем табличка, когда мы закладывали только первую капсулу в фундамент фабрики, вот, со словами из Библии. Хорошо, Роман, а дальше что происходило? Вот эта реабилитация, она каким-то прямым путем происходила или какие-то были Вот, да, вот это был повороты? правильный жест. Да, да. Вот То это, есть да. к тебе приходят какие-нибудь твои лучшие друзья и говорят, слушай, вот этот колдун, он, короче, поставил на ногу вот эту девочку, вот этого мальчика, вот у него было то же самое, что у тебя, но вот прямо он берется тебя поставить за 2-3 месяца на ноги, при этом врачи тебе железобетонно говорят, что ну, ты в лучшем случае не ходячий, но на самом деле в большинстве случаев ты не жилец. Вот. И ты, конечно, думаешь, ну, елки-палки, но если твои лучшие друзья так советуют. И он говорит, денег никаких не надо, короче, в общем, дайте мне шанс, и я вас поставлю на ноги. И ты едешь в какие-нибудь там Калинковичи, деревню где-то на речке Припять в Белоруссии, вот, он тебя Там ходят лечит. такие двухголовые олени. Ну, типа того, да. Но, по крайней мере, эти сосны там точно все были на 2/3 сухие, потому что туда прям это облако прошло. Вот. И только через 2 месяца ты начинаешь понимать, когда он в лечебных целях начинает класть руки на коленки твоей жене, понимаешь, что это мошенник, и отсюда надо уезжать. Но ты уже отдал там $7 000 за лечебный кактус энергетический, еще за что-то. К сожалению, через это все проходят. Вот, а потом вернулся, начал искать уже нормальные реабилитационные центры. Очень мне помог профессор Качесов, такой кардинальный дядька. Он причем не берется за какие-то простые случаи, типа там спинальника, а прям вот за совсем жесткие, то есть типа шейник С4, пробитая голова, сломанные ноги. Да, там в 3 местах, что-нибудь в этом роде. Вот. Но приехал, стянул меня за ноги с кровати, на пол прям, дотянул вот так вот, на глазах шокированных родственников, там, до соседней комнаты, сказал, ну все, ползи. А у меня вообще ничего не двигалось, мне голову переворачивали тогда. Все, ползи. Я говорю, как ползи? Ну вот так. Вот к обеду, чтобы, короче, на 15 градусов повернул свое тело. И я себе вот так двигал головой, куда-то полз. А родственникам сказал, вот там на улице у вас перед мусоркой лужа. Уложите его между мусоркой и лужей. Через 2 дня захочет пить, доползет до лужи. Через 3 дня доползет до мусорки, если захочет есть. И я к себе перестал относиться как к хрустальной вазе, на самом деле, после этого. И как-то уже так полегче пошло. Потом центр преодоления, который до сих пор лучший центр реабилитационный в России. Вот, и я там в общей сложности пробыл, наверное, месяцев 8, и вот там меня научили жить. Научили жить в этом теле, что в этом теле можно ходить в театры, в рестораны, на концерты, что можно просто жить, на самом деле. Я им очень благодарен за это. Мы говорили уже о том, что твоя жизнь как будто остановилась на полном ходу. Какое это ощущение вдруг? Как сейчас у всех оно остановилось? Вот что ты чувствовал? Тогда, здесь-то как бы более или менее терпимо у людей, потому что когда ты оглядываешься, а все сидят дома, и у всех все остановилось, это уже не так обидно. А когда ты, который был востребован везде, тут ты друзей на параплане разводишь, тут ты спортом занимаешься, тут ты бизнесом, все вокруг тебя, и ты в центре паутинки, и всем этим дергаешь за паутинки, и всем этим управляешь, и вдруг ты оказываешься как морж на берегу реки, причем парализованный морж. Это вот
тело этого морского котика лежит на берегу реки, жизнь, которая называется, а река как текла, так и течет. Это такое было удивительное на самом деле ощущение, что ты-то все, вот ты парализованное тело, которое может только со стороны взирать на эту кипящую реку жизни. А она как текла, так и течет. Ничего для остальных и для этой реки ничего не изменилось на самом деле с тем, что ты выпал из этой жизни. Вот. И я четко прямо понял, что есть такая поговорка восточная, что никому не интересна высохшая река. То, что ты был полноводной рекой, это никому не интересно. Если эта река ушла из русла в другое место, то это русло никому не интересно. И я понял, что надо быть и в этом теле, и в этом положении надо быть полноводной рекой, которая сама может нести на себе другие лодки, направлять их куда-то и так далее. Я это прям четко прочувствовал, и я понимаю, что я сейчас полноводная река. Этот процесс как-то можно ускорить? Как вообще люди его проходят? Кто быстрее, кто медленнее? Я думаю, что больше половины так и не вылазят на самом деле в нормальную жизнь. Они так и застревают в этой ситуации, и все, они не выходят из дома, они не возвращаются в жизнь обратно. Вот моя статистика примерно такая. У нас один из элементов нового проекта, который мы с Евросоюзом делаем, это как раз подхватывать человека с травмой позвоночника на самом первом этапе, на этапе реанимации. Уже там учить родственников, медсестер рядом, как его переворачивать, как не допустить пролежней, как не допустить воспаления легких. Вот. Потом он выписывается, и если все дома более или менее, то мы просто готовим ему квартиру к его выписке. Ставим пороговые пандусы, оборудуем санузлы, выдаем ему все. Электрическую кровать функциональную, прикроватный подъемник, этого нет в федеральном перечне, санитарный стул, обычную коляску. И учим всем этим пользоваться, его, родственников, всех остальных. Если это счастливчик, который не имеет родственников, то у нас сейчас такой как раз случай был, парень нырнул в прорубь в декабре на крещение в январе, вот, и сломал себе шею, то таких мы будем к себе забирать в те домики, которые мы сейчас строим для реабилитационного центра, и будем их там учить, как жить в этом теле. А потом, может быть, еще и как работать. И мы себе ставим такую цель, что попытаемся сократить этот период с 3-5 лет до полугода. Такая революционная цель. Понятно. Насколько я тебя знаю, ты ее добьешься. Да. Насколько я себя знаю, да, тоже. Еще команда сейчас подобралась такая, что я прям вижу, что они это сделают без меня. Как изменилась твоя рабочая ситуация? Понятно, что у тебя был свой бизнес, но я не знаю, как он продолжался. Как ты вышел вот в этот новый бизнес, в новую ситуацию? Ведь у многих людей сейчас, которые боятся или которые видят уже, что их бизнес может быть потерян, есть вот этот страх того, что все разрушается, мир рушится. Как ты вышел вот в новую ситуацию как бизнесмен? Это уже понятный факт, это уже практически все аналитики констатируют, что мы после коронавируса и этого нашего домашнего сидения мы уже вернемся совсем в другой мир. И причем это самое интересное, что это не только в России, а и в той Германии, в Европе, и в Штатах. Это везде произойдет. Вот, поэтому надо просто настроиться на то, что надо меняться. Как там? Меняйся или умри. Я понял, что надо что-то думать. А получилось так, что
на тот момент, на 8-9 год, в принципе, не только в России, а даже в мире толком ничего для тетраплегиков, ошейников, ничего не делалось. Вся индустрия была заточена под спинальников, людей, у которых работают руки. И я на обычной электроколяске, у меня как раз после 5 лет реабилитации начало получаться, что я мог поднять руку, положить ее на джойстик и минут за 20 доехать вот отсюда из спальни до зала. Вот, и это прям была мега свобода на самом деле, потому что ты можешь сам, никого не подзывая к себе, взять и просто развернуться в окошко, посмотреть там на соседку. И сейчас вот во время пандемии, кризиса, ведь очень много идет разговоров не только о том, что мы сидим дома, но и о том, что наша свобода, которая гарантирована нам Конституцией всех стран, так или иначе, да, она так или иначе оказывается уже не такой свободной, под вопросом, да, под большим, да. Да, и что мы... Ведь главный вопрос — это самоопределение личности, да, человека. Я Абсолютно. сам это делаю. Все твои ограничения в твоей голове. Абсолютно. Ну, то есть, мы не будем говорить, то есть, да, там правительство издало указ о том, что все сидят дома, и здесь это надо принять просто для того, чтобы минимизировать риски, да, что если ты заболеешь позже, это протечет, он уже видоизменится, это будет протекать не так сложно, уже медики научатся что-то делать. Вот, поэтому, здесь, наверное, это разумно, что ты вынужден как-то ограничить личную свободу ради того, чтобы не положить сотню других людей. Вот. Но если говорить о параличе в широком смысле слова, то есть в узком это когда ты просто парализован, и тебе кажется, что сделать ничего нельзя. И в широком смысле это ты парализован, потому что закрыли твой ресторан, твой отель, ты сидишь без денег и не понимаешь, что делать и как делать. Вот. Надо как-то... есть отличная книга, называется «Стратегия Голубого океана». Я ее всем советую постоянно. Если есть какая-то проблема, то у любой монетки две стороны. Ты переворачиваешь эту проблему, и это сразу становится возможностью. То есть вот у нас все отели сейчас пустые, а отель «Турист» переполнен, потому что они договорились с правительством области, что хотя бы задешево, но они туда селят медиков, которые работают рядышком в инфекционной больнице, чтобы те не заразили своих родственников, и они все приезжают, эти медики, в этот отель «Турист», и они там живут, и их там еще и кормят, и, все остальные просели, провалились просто, а у этих дела хорошо. Это вот тот самый пример, когда ты мыслишь нестандартно и переворачиваешь проблему в возможность. У меня получилось так, что я ехал на электроколяске, я уже вроде как 5 лет в коляске на тот момент был, но я был очень неопытный пользователь. И на спуске к морю в Светлогорске, там такой уклончик градусов 15, я чуть резче, чем обычно, отпустил джойстик. Коляска остановилась, а я продолжил движение носом в асфальт. Ощущение незабываемое на всю жизнь. Вот. И мы были вместе с моим другом, инженером, одноклассником, с которым мы с 13 лет вместе, Борисом. Вот. И мы начали думать просто, что делать. И он предложил поставить на стандартную коляску, то есть мы выбрали коляску-вездеход, которую на тот момент производили на Тайване. И мы на нее приделали 2 дуги, под эти 2 дуги засунули 3-й моторчик, который начал перемещать сиденье коляски с пользователем вместе в зависимости от того, какой уклон у шасси. И получалось так, что шасси едут уже под 30 градусов под уклон, а сиденье коляски вместе с седаком остаются в горизонте. То есть ты когда едешь вверх, сиденье уходит автоматически вперед. Когда ты едешь вниз, сиденье автоматически опять без твоего участия уходит назад. Мы запатентовали эту идею. Вот. В гараже он фактически выточил первые 2 эти дуги, моторчик поставили такой примитивный достаточно на тот момент.
Вот, и начали снимать, просто взяли фотографа толкового, он нас на фотосессии загнал на лестницу, просто для красивой фотографии в Светлогорск, а она поехала по этой лестнице. И я-то задумывал эту коляску для того, чтобы быть свободным и поехать со своим маленьким ребенком, которому было на тот момент 6 лет, младшей дочери, на дюну Эфа, мое любимое место здесь, самая высокая дюна в Европе. Вот. А получилось побочный эффект, что она поехала по лестнице, и люди увидели для себя возможность спуститься с 4-го или 5-го этажа в доме без лифта. Вот. Если, ну, то есть это был чисто побочный эффект на самом деле, на который мы не рассчитывали. Мы выложили это видео, и на нас посыпались запросы со всего мира на самом деле. Вот. Я понял, что это может быть бизнесом, и мы начали уже серьезно заниматься этой темой. Сначала у нас там было 3 человека, я, менеджер, вот мой инженер, мой друг. Потом мы взяли 2-го менеджера, 3-го менеджера. На данный момент нас 44 человека в компании, из которых 10 инвалиды-колясочники. И инвалиды-колясочники делают вот такие инновационные устройства для других инвалидов, пропуская это сначала, испытывая это все на своей шкуре. Мы заговорили сейчас о современных технологиях инновационных, которые ты разрабатываешь вместе с коллегами и сотрудниками. А расскажи, пожалуйста, о тех технических девайсах, которыми ты пользуешься сейчас, и каковы их плюсы, минусы, как вообще вот это вот все работает, как ты управляешь миром вокруг себя? 5, 8, 1, 3. Button click, go to sleep. Я уже говорил о голосовом управлении компьютером, и, ну, наверное, это не надо человеку с руками. Но текстовый набор я прямо рекомендую, то есть вы будете писать реально большие массивы текста в 2-3 раза быстрее. А в условиях тотальной нехватки у всех, по-моему, времени, и, ну, не знаю, как в Германии, в России рубль зарабатывается, если раньше на зарабатывание рубля надо было потратить 2 минуты, то сейчас надо потратить 12. Вот, и поэтому у всех нехватка времени. Если вы выиграете за день полчаса, ну, на этом голосовом наборе текста, ну, это будет чувствительно. Прям очень рекомендую. Вот Google, у меня блокнот какой-то там есть от Google, в котором можно надиктовывать текст. У меня сейчас несколько подразделений, причем географически расположены. Один демонстрационный зал в центре города, 2-й демонстрационный зал на окраине города, там же мастерская по ремонту колясок, там же отдельный цех по сборке колясок. И плюсом к этому 2 стройки. Одна стройка большой фабрики, и 2-я стройка позади фабрики, там 4,5 гектара. Это домики для сотрудников и для тех, кто приедет на реабилитацию. И это все надо контролировать. Очень помогает видеокамера, то есть у меня везде стоят камеры, и я могу прямо сейчас посмотреть классическое кино, мы за завтраком сидим и наблюдаем, что делают эти строители, да, тут они ставят панель, тут они кладут уже под крышу парапет, ну, в общем, так приятно. И еще очень рекомендую программу Bittrex24. Это CRM, Client Relationship Management, где можно выстроить полностью всю работу компании. Постановка задач с четкими сроками и так далее, отслеживание этих задач, ежедневные отчеты сотрудников. Ну, то есть мы вот там живем уже на самом деле лет 6, и благодаря этому, ну, мы как бы очень, на самом деле, неплохо переживаем всю эту удаленку. То есть у нас было отработано, что если сотрудник приходит вдруг с соплями, то его просто не пускают на работу. Это было 3-4 года назад. Мы его отправляем домой, и он из дома полноценно работает. То есть тавроведческая программа, она тоже висит на сервере, к которому можно из дома подключиться и спокойно в ней работать.
Ну, некоторые подразделения у меня не были вот так замкнуты. Есть программка TeamViewer, к которой тоже можно удаленно подключиться к твоему же компьютеру, стоящему дома. Все. Но Bittrex24 прям всем рекомендую. Он есть и на немецком, и на английском, на казахском, на русском. То есть, очень-очень помогает конкретно в такой ситуации, когда сотрудники работают удаленно. То есть правильно ли я понимаю, что сейчас, когда все оказались вы на удаленке, это на вас практически не произвело никакого влияния на бизнес? Да. Ну, это повлияло, потому что фонд социального страхования, который наш основной покупатель, то есть коляски в России, так же, как и в той Германии, инвалиды не покупают сами. Ну, то есть если они покупают их сами, это, то есть это их неправильная позиция. Вообще, вплоть до электроколясок, государство компенсирует полностью инвалидов. Вот. Но сейчас и фонд социального страхования находится на удаленке, а они не такие продвинутые. И вот у них при удаленной работе эффективность резко просела, и просто меньше стало аукционов объявляться. Вот. Мы немножко просели за счет того, что народ в мае обычно уже начинал сезон и выходил на улицу. А в этом году они все еще сидят дома, и, соответственно, коляски не востребованные. В общем, как так. Понятно. То есть у меня такое создается впечатление, что если бы в компаниях на ключевых позициях уже давно работали люди с инвалидностью, и под них был бы заточен процесс, то переход на удаленную работу, он был бы гораздо менее безболезненным, потому что ключевые процессы продолжали бы работать, а эти сотрудники могли бы очень быстро обучить коллег и помочь им перейти на такой новый режим. Абсолютно верно, и причем не обязательно даже на ключевых. Просто мы уже убеждаемся во многих ситуациях, что как только в коллективе появляется, в обычном коллективе, появляется один или два колясочника, я буду гнуть линию за колясочников, потому что я руководитель организации инвалидов-колясочников, у меня в уставе организации написано, что я должен продвигать и сражаться за их интересы. Вот, наверное, то же самое будет, если взять слепого сотрудника. Вот. Но мы видим, как меняется атмосфера в самом коллективе. Прям вот она реально на глазах меняется. И плюсом является, конечно, то, что вот эти все дополнительные технологии, они тоже будут внедрены автоматически. Если вдруг потом кто-то сломал ногу, то он уже точно попадет в санузел, потому что он уже был сделан под этого инвалида-колясочника. Я хотела бы вернуться еще к теме невозможности самоопределения. Это вот когда сейчас все оказались запертыми в 4 стенах, и у тебя еще есть команда специалистов, от которых ты действительно зависишь 24 часа в сутки. Как ты такой вот человек, который держал жизнь в своих руках, к этому адаптировался? Какие правила ты для себя вывел? Во-первых, хотел сказать, я в прошлый раз хотел сказать, слушай, у тебя интервью реально в стиле Познера. Я не знаю, насколько ты его слушаешь, насколько ты его поклонница. У тебя прям четко в его стиле, и мне кажется, даже повкуснее получается. Тебе прям надо в этом направлении работать. Спасибо тебе огромное. Что мне это стоило? Ты себе даже не представляешь. Прижми мне микрофон к щеке. На самом деле, вот еще как раз в той деревне Калинковичи ко мне приехал там инвалид-спинальник, и он меня об этом предупреждал. Он говорит, у тебя будут проблемы. Твоя жена будет относиться к тебе как к ребеночку, а она типа мать твоя. Так получалось прямо. И я прямо такой, по жизни был восточный мужчина, альфа-самец. Мне там надо было топтать тропу, как у Джека Лондона, для своих собак, которые идут за мной. Я по пояс в снегу топчу эту тропу, тащу их за собой, а на саночках сидит моя скво и дети. А тут вдруг все наоборот. Вот. И это, конечно, это какая-то была определенная ломка, но как-то я выглядел в эту сторону. И теперь точно никто не сомневается,
кто глава семьи там или кто глава компании. Вот. Но с другой стороны, ты по-любому зависишь от людей. Ну, по полной. То есть, если меня в нужный момент не наклонить, я потеряю сознание, и я раньше думал, ну а что будет дальше? А дальше я просто умру, на самом деле. Меня надо за ночь перевернуть, ну вот сегодня повезло сиделке, она сегодня меня 2 раза перевернула. Но если я там болею, то бывает, что надо будет и 5 раз перевернуть за ночь. Это прям тяжело, на самом деле. Вот. И раньше, я помню, в прошлой жизни тяжелый день, сумасшедшие клиенты какие-то, склочные. Вот. Вынесли тебе весь мозг, ты пустой, ты никакой. Ты приезжаешь вечером в яхт-клуб, воткнул парус в доску, ушел на 3 километра в море, вернулся, и ты как заново родившийся. То же самое с парапланом. Ты взлетел в 8 вечера, в 11 приземлился, и ты совершенно свеж, отдохнувший. Ты какой-то вот космической энергии набрался от этой природы, от уединения. А сейчас этого нет. Сейчас не получается даже на полчаса одному остаться, на самом деле. Вот. И первые годы прямо было прям очень тяжело, потому что, в той жизни меня дома фактически не было. Я в 6 утра вставал, бежал с собакой, потом забирал ребенка, закидывал его в детский сад, сам ехал в спортзал, и в 12 ночи возвращался после полета. Такого плана. А здесь я 24 часа в сутки. И это такая прямо притирка была, как у космонавтов. Вот. И у многих она сейчас проходит. Но не знаю, я стал точно более терпеливым. Прям не вопрос. Вот это терпение, ты его как в себе вырабатывал? Ты читал книжки, ты слушал каких-то людей, тебе кто-то советовал, или, может, тебе жена в какой-то момент сказала, или Нет, дочки я что-то? просто реально начал понимать, что я завишу от этих людей. И поэтому даже если что-то меня раздражает, и в той жизни я бы там вспылил, перенервничал, то здесь я просто сижу и терпеливо жду, потому что я понимаю, что я от этих людей завишу. От своих сотрудников завишу, которые помогают мне реализовать мои мечты. От своих друзей завишу, которые меня могут выдернуть в воскресенье куда-нибудь в баню. От семьи завишу, потому что меня просто надо элементарно наклонить, накормить, умыть. От сиделок завишу, которые, слава богу, что приходят и занимаются мной. Я где-то, мы выставлялись на выставке по революционному оборудованию в Москве, на выставке «Интеграция». Вот, и была вся команда, у нас был стенд по размеру, самый большой почти, вторые после Отто Бока. И кто-то там написал «Аранин со своей свитой». Вот. Но де-факто я не могу без свиты, к сожалению, потому что просто чтобы мою задницу переместить из коляски в машину, мне надо 2 человека. Вот. И, наверное, если есть люди, которые рядом со мной, это точно не от того, что из жалости там, или еще из чего-то, потому что со мной можно зарабатывать вместе нормальные деньги, и со мной вместе можно творить какие-то чудеса, типа постройки фантастической фабрики, разработки инновационных колясок, которые будут управляться там наклоном головы, дыханием и ездить по лестнице. Расскажи, пожалуйста, про свое физическое состояние и как ты его поддерживаешь. Я слышала от коллег здесь такую фразу, что животы стали толще, а кожа стала тоньше, в смысле нервный костюм стал тоньше. И я должна сказать, что, Рома, я в своей личной жизни, когда не могу, например, утром встать, или мне лень, или мне чего-то не хочется делать, и главное, утром вот это вот вставание с постели, иной раз думаешь, боже мой, вот этот новый день сейчас, да, я думаю о тебе и Жене Воскобойниковой. Как вы по утрам встаете? Вот как вы встаете по утрам? И что вы делаете с телом своим, чтобы оно было бодрым? На самом деле, у меня слово паразит, буду с ним бороться. В этой жизни, и вообще в жизни инвалида-колясочника, ты обязательно должен быть дисциплинированным. То есть
пунктуальным, дисциплинированным, и люди, которые с тобой и помогают тебе, они тоже обязаны быть дисциплинированными и пунктуальными. Потому что если ты договорился с вечерним тренером, что он должен быть в 7, то он должен быть в 7, но может быть 7:15. Потому что ты для себя рассчитал, что у тебя твой помощник ушел в 4, и ты можешь без вероятности пролежня просидеть до 7, а в 7:30 у тебя уже начинает появляться этот пролежень. И если он не пришел вовремя, то все, кирдык. Ну, на Новый год, на новогодние длинные праздники, я выбиваюсь немножко из этого ритма и не занимаюсь каждый день. Я так занимаюсь каждое утро в спортзале. У меня дома небольшой спортзал, такой мини-реабилитационный центр. Делаем растяжку, наклоны в сторону, сгибаем ноги. Если вечером приходит еще вечерний тренер, и мы с ним стоим в вертикализаторе, смотрим, там, наклоняюсь, приседаю, разминаюсь и смотрим какой-нибудь фильм параллельно. Но вот жизнь у инвалида-колясочника, если он хочет жить полноценно, она должна быть строго регламентирована. 8 подъем, до 9 все эти процедуры, зубы почистить, одеться и так далее, позавтракать. В 9 ты начинаешь работать. Мало того, я у себя распределяю время даже так, что звонки, которые мне надо делать, я откладываю на тот момент, когда я буду заниматься в спортзале или когда я буду ехать на машине. Когда я еду в машине, я ложусь в этой машине и еду лежа. И таким образом отдыхаю. И доехав до офиса, я могу сразу сесть и 2-3 часа работать. Потом только лечь. Если я выбился, у меня там заболел мой водитель, я уезжаю на вроде бы удобном, мы купили себе для организации крафтер большой, с подъемником, все. Но я пока доехал, я уже изнасилован, и мне надо сразу лечь и отдыхать. И вот все складывается из вот таких мелочей, и ты должен четко вот прямо идти, быть дисциплинированным и так далее. Ну, иногда там, не знаю, раз в месяц я взбрыкиваю, заваливаюсь куда-нибудь на диван, и 3 часа делаю себе выходной и смотрю какой-нибудь новый фильм Альмодовара. Вот. А так прям четко, как паровоз по рельсам. Друзья, коли мы сейчас уже заговорили о работе, я хочу предложить вам возможность, очень редкую, очень дорогую возможность часа коучинга с Романом Араниным. Для этого вам нужно всего лишь представить себе, что вы хотите принять Романа на работу. Какая должность это может быть и что у вас за компания, где такой человек, как Роман Аранин, может работать. И пишите, пожалуйста, это внизу в комментариях. Если предложение будет интересным, может, я еще и соглашусь куда-то на работу пойти. Но как минимум это не только час коучинга, а вы можете приехать в Калининград, и я вас здесь денек покатаю по каким-нибудь красивым местам. Ой, я прям напишу лучшее предложение. И еще у меня к вам есть одна просьба в связи с контекстом работы и Disability Business Inclusion. Пожалуйста, представьте себе в кругу своих близких, друзей, знакомых, семьи людей с инвалидностью, о которых вы слышали от друзей или, может быть, знаете лично. И точно так же представьте себе, в какой компании, на какой должности может работать этот человек, исходя из его образования, исходя из его потенциала и желания включиться снова в эту жизнь. Пожалуйста, пишите это в наших комментариях и представляйте себе новый мир. А мы как раз пытаемся ломать застарелые стереотипы о том, что инвалид-колясочник может там только какие-нибудь булавки гнуть или еще что-нибудь. И если вы зайдете на канал Observer Russia в YouTube, вы увидите инвалидов-колясочников, работающих за токарным станком, фрезерным станком в ЧПУ, за роботом-сварщиком, за трубогибом в ЧПУ, собирающих коляски. Сейчас у нас еще есть там одна идея, не буду ее раньше времени озвучивать, посмотрим, как получится. Но я думаю, мы там еще пару рабочих специальностей добавим. Я на стройке посмотрел. То есть инвалид-колясочник на стройке.
Вот это будет бомба вообще, это будет осенью. Вот. И мы пытаемся как раз расширять вот этот кругозор, чтобы, по сути, чем бухгалтер в коляске хуже бухгалтера на ногах. Он даже лучше, потому что у него усидчивость больше. И в период сдания отчета вы можете просто прийти, швабру воткнуть бухгалтеру в колеса. Ставить Да, палку в и колеса. пока не сдала отчет, она никуда не уедет вообще. И мало того, она еще и со своим стулом на работу приходит. Это же красота. Вот. Вот такие дела. Мы сейчас плотно уходим в тему трудоустройства. У нас своя служба занятости появилась, замечательный там менеджер, который этим командует. Вот. И мы будем менять здесь стереотипы тоже. И вот в том реабилитационном центре, который мы сейчас строим на втором этаже фабрики, будет как раз возможность не только согнуть ножки, но и получить новую специальность или менеджера, или бухгалтера, или сварщика. И это все для колясочников. Мы будем учить людей жить в этом новом теле. В том числе немецких людей собираемся учить у себя здесь, в Калининграде. Мы уже говорили о том, что закрывается одна дверь, открывается другая. И по опыту моего общения с такими людьми, как ты, у многих из вас, кто не предполагал такого в себе до аварии, просыпается некая социальная жилка и миссия сделать что-то, сделать мир вокруг лучше, чем он есть. И это у всех так происходит? Или есть люди, которые просто живут свою частную жизнь? Я просто их не знаю, и никто их не знает о На них. самом деле, конечно, колясочники в большинстве своем живут свою частную жизнь. Как я уже говорил, 50% вообще не выбираются из этой ситуации, из этого положения. Они вот застревают в этой травме, в этой своей трагедии, смакуют ее изо дня в день, и все. То есть мы уже потеряли все. Остальные, он может сам вести активную жизнь очень, но никак не стремится менять социум вокруг. Вот. Я просто прочувствовал, что, мне казалось, у меня была очень тяжелая ситуация. Но когда у тебя твой друг, там, замглавврача самой большой больницы, и он тебя тащит и спасает. Когда рядом семья, когда рядом друзья, там, которые тебе всем летным училищем деньги на реабилитацию собирают, это совершенно другая ситуация, чем когда ты и был один, а еще и сломался, и семья не крепкая, человек гибнет в этой ситуации. И я понял, что это надо менять. Вот, поэтому мы и доступной средой занимаемся, этим реабилитационным центром. Я понимаю, что это моя миссия. И где-то в подсознании я знаю, что когда я это сделаю, то Бог щелкнет пальцами и скажет: ладно, отремонтируем, придумаем новые технологии, отремонтируем, пускай идет, танцует латиноамериканские танцы на конце. Но если уж ты сам упомянул Бога, у тебя отношения с Ним и до, во время и после аварии, они существуют? И если ты можешь об этом сказать, то какие? Я не буду говорить, что я такой оцерковленный весь. То есть, да, я хожу в церковь и так далее, но у меня как-то так общение с Богом вот, в молитве, оно всегда было, такое, вот как мы сейчас с вами общаемся. Попросил, если искренне вечером, то утром это уже получаешь, или там через месяц, или через 3 года. Вот, поэтому, да. Скажи, пожалуйста, как ты ощущаешь, мир вокруг тебя, он готов принять тебя лично и твоих коллег, сотрудников, людей, имеющих инвалидность, как клиентов, как сотрудников, как потребителей товаров и услуг? Точно не готов. И как раз вот тут я и вижу свою миссию показать, что инвалид, с какой бы тяжелой степенью инвалидности он не был, он может быть и полноценным членом общества, он может приносить этому обществу реальные плоды. Мы готовили предложение для губернатора по
компенсации за создание рабочих мест для инвалидов. И показали, что инвалид, получая зарплату небольшую, в принципе, 30 тысяч рублей, это меньше 500 евро, налогами за год возвращает больше 120 тысяч рублей. Ну, а выплачивается за создание рабочего места сейчас в России 1000 евро, 70 тысяч рублей. Что за 2 года, ну, он полностью возвращает эти деньги налогами, и уже, ну, идет прибыль государству, по сути, это надо просто посчитать. И в отличие от гастарбайтеров из Узбекистана, он эти деньги, он же еще получает зарплату, кроме того, что он платит налоги, и он их тоже тратит здесь, эти деньги. Он их не отправляет обратно в Узбекистан. Вот, поэтому это надо считать, это надо понимать, вот, ну, вот в это тяжелое время он куда-то пойдет и купит башмаки себе, он купит себе какую-то одежду, где-то поест, потратит эти деньги, это же важно. Да, мне кажется, что просто очень мало математики во всей этой истории, и если действительно просто начать оперировать цифрами, сколько тратится из государственного бюджета на такого человека, Сколько что возвращается? возвращает обратно, то цифры будут абсолютно Да, понятными. другие, да. Да, и среди людей с инвалидностью будет, наверное, меньше текучки. И это, может быть, будет как раз связано с тем, что так же, как и ты, человек, переживший такой кризис внутренний, он решает для себя, кто я, что я, зачем я, и уже не занимается чем-то просто так, а бы зачем. Среди сотрудников без инвалидности у меня есть текучка, а среди сотрудников с инвалидностью текучки нет вообще. А это дорого стоит в данные времена, когда ты, ну, реально дорожишь сотрудниками, потому что, ну, толковых найти очень сложно. Что бы ты сегодняшний роман сказал бы тому роману, которому осталась неделя до полета в 2004 году, и тому роману, который оказался на больничной койке через какое-то время? Вот этим двум молодым мужчинам, что бы ты сегодняшний сказал, чем бы ты их поддержал, что бы ты им посоветовал? Первому бы я посоветовал лучше готовиться к полету, однозначно, и все бы обошлось. Тогда, потому что у меня больше даже синяков никаких не было, вот только вот раз и перерубленная шея. И подстелить соломку в том месте, где я буду падать. Да? А второму я бы сказал: Рома, плюнь на этих колдунов и сократи вот эти выкинутые 5 лет жизни, выстраивай реабилитацию у себя дома, да, съезди 1-2 раза в реабилитационный центр, получи технологию и дальше делай это дома, выстраивай все дома, все. Работай, выходи в жизнь, живи, иначе это выкинутые годы. Роман, 3 совета тем, кто сейчас в карантине пытается выжить, найти внутреннюю силу, найти перспективу жизни, найти спокойствие и решимость двигаться дальше. Но главное в любой ситуации – это не останавливаться. То есть нас сейчас заперли, но мы не останавливались, мы 31 декабря заливали бетон на фабрике, мы работали, мы получили себе там какие-то мега-пропуска, у нас бетоновозы шли, и мы все время работали, мы не останавливались. Мы часть сотрудников перевели домой, подлокотники привозили запчасти, он дома собирал подлокотники эти, да. Передние колеса бортовал там второй сотрудник тоже дома, но робот-сварщик все равно работал в цеху. Вот. То есть в любой ситуации не останавливаться. Ну, недавно где-то прочитал: меняйся или умри. Меняться. Не надо бояться меняться. Сейчас надо обязательно. Ну и из шуток русского радио: не можешь противостоять, противолежи. Это прям про меня. Да, может, кому-то еще пригодится. Роман, спасибо большое. Я расскажу сейчас, что я вынесла для себя из нашего разговора. Очень важно, спасательный круг — это семья. Это семья и близкие люди, на которых ты можешь положиться в любой ситуации. И, конечно, в последнее десятилетие роль семьи для очень многих изменилась, она приобрела совсем другие формы, но мне кажется, что это как раз та самая ситуация сегодня задуматься о том, как собрать своих людей вокруг себя и свой собственный мир
и в свою собственную семью, которая у тебя есть уже, укрепить ее. Про этот собственный мир, Янин, я прям подчеркнул. Для меня это где-то вот последние 2-3 года стало ясно, что надо находить близких по духу людей и наполнять свой мир именно этими людьми, с которыми тебе хорошо, с которыми вы смотрите в одном направлении. Наш клоун, помните, Асисяй, он как раз где-то в Германии, он сказал, надо работать только с теми людьми, которых тебе хочется обнять. Вот у меня сейчас в команде все те люди, которых мне хочется обнять. Мне прям реально хочется их обнять. Этого парня, с которым мы там собираем коляску, этого бухгалтера. Вот. Окружайте себя такими людьми, стройте свой мир. Ну, то есть, если вы на негативе, ну, собирайте негативных. И будет красота, потому что, ну, вы все единомышленники, жизнь говно. Если вы позитивный человек, собирайте единомышленников, и вы знаете, что жизнь прекрасна в любой ситуации. Все, это ваш мир, и живите в нем. И не надо смотреть этот мир, который для нас строят в телевизоре. И в этой связи я хочу просто сказать, что у всего мира сейчас появился уникальный опыт эмпатии, потому что мы не в той мере, но достаточно болезненно очень многие прочувствовали ситуацию, которая похожа на то, что пережили вы. И именно поэтому я назвала эту серию интервью «Две луны в твоих мокасинах», что означает 2 месяца в твоей обуви. Я оказался в твоей шкуре, как бы мы сказали по-русски. Да. Роман, спасибо большое. Это была Янина Урусова и проект «Две луны в твоих мокасинах» и Роман Аранин. Будьте здоровы, смотрите нас по средам, смотрите в себя и спокойно смотрите в будущее.